Всех приветствую. Запишем небольшое обновление обзора анализа криптовалют. Посмотрим на биткоин. Видео будет небольшим, потому что все идет у нас по плану. Мы пришли по биткоину в нижнюю границу расчетной зоны. И здесь еще раз подтверждается дивергенция. Она до сих пор не сломана. И торговать по-прежнему опасно. Тот, кто в лонгах, подпирается стопами. Тот, кто собирается входить, тот сумасшедший. Потому что на таких хаях входить в лонги это очень неумно. Лучше подождать отката, он, естественно, со временем наступит, и потом уже входить на получение сигнала в лонг. Смотрим эфириум. По эфириуму все так же по плану, восходящий тренд продолжается, расчетная зона еще не достигнута, идти еще есть куда. Но также у нас образована дивергенция, в любой момент может тренд развернуться. Хотите ли вы здесь торговать? Вот это небольшое движение, дело ваше, но слабость рынка налицо. Смотрим Ripple. По Ripple у нас получилось растяжение, но объемы понижены. Индикатор также не превышает предыдущих значений. А это значит, что велика вероятность, что здесь у нас завершение третьей волны. И нас ожидает скорый откат. Так как здесь у нас растянулось движение, откат у нас ожидается теперь уже вот сюда. Зона также смещена. Мы ударились об уровень сопротивления, построенный ранее на истории. Здесь также в лонги входить, думаю, что не стоит. Есть слабость рынка, есть понижение объемов, есть уровень сопротивления. Я по-прежнему подпираюсь стопами, трейлю свою позицию, свою прибыль. Даже если уйдем резко вниз, так как мы заходили вот на данных уровнях, получим неплохой процент прибыли. Новые позиции я бы не открывал. Смотрим Polkadot. Polkadot у нас пока все по плану. 4-я волна. Из нее мы еще и не отменили прогноз, и не выполнили расчетную зону. Не достигли ее. По Polkadot прогноз все тот же. Так, что у нас по BNB? Так, по BNB, судя по отсутствию разметки и движению вниз предполагаемому, здесь у нас была слабость рынка, объемов по-прежнему не было, но, естественно, мы, как часто бывает у нас на криптовалюте, получили неплохое растяжение, и скорость снижения у нас пока отменяется. Давайте посмотрим, что у нас на истории. На истории у нас вот такой вот дикий рост, на недельках также слабости нет, на дневках мы пока, впритык, но не превысили, то есть цена у нас улетела наверх, объемов у нас здесь нет, индикатор у нас здесь ниже. И в лонги здесь опасно заходить. Давайте 4 часа глянем. На хаях в лонги-то точно не стоит заходить. Здесь смотрите, какая ситуация. Судя по объемам, третья волна здесь, вот эта четверка, и у нас сейчас завершающая пятерка, после которой мы должны пойти вниз. Но так как здесь индикатор попер вверх, и возможно при дальнейшем движении наверх, что у нас и индикатор выше пойдет, и объем выше, здесь возможно, что тройка перенесется сюда. Здесь по BNB нет такой прям уверенности, и это не тот момент, где стоит заходить в рынок. Если вы не успели раньше зайти, то все. Здесь очень рискованно. Здесь практически по всем монетам сейчас такая ситуация. Кто раньше зашел, тот подтягивает стопы. Кто не зашел, тот не зашел. Сейчас уже казино. По BNB здесь точек входа нет. Давайте посмотрим из комментариев. ZEC. Так, прошлый прогноз. Прошлый прогноз у нас расчетная зона. Мы в нее пришли, но прогноз дальше вести не смогли. Здесь у нас был рост объемов, был знак на разворот, поэтому вниз бы мы убрали. Но так как мы не следили за данной монетой, то давайте посмотрим, что у нас сейчас на рынке. Здесь у нас также дикий рост на неделях. Рост объемов, дивергенции нет. На дневках появилась дивергенция. Также есть сигнал на то, что скоро будет разворот и мы пойдем в коррекцию. Много монет сегодня смотреть не будем, так как сами видите, на большинстве из них, даже которые уже посмотрели, мы просто в потолке, так сказать, и скоро у нас будет разворот. Входить сейчас не стоит, ждем коррекцию, на которой по своей стратегии входите, по своему желанию. Здесь даже по параллельным каналам сейчас вот здесь идет рост. Вот у верхней границы сейчас находимся с дивергенцией. Это не тот момент, мягко сказано, в котором стоит лонговать.
На сегодня все. На рынке по-прежнему рост. Биткоин потихоньку ползет наверх, но держит уровни. Стоит быть внимательным, подпираться стопами. И всем удачной торговли. Счастливо.